Новинка от Xiaomi под названием Xiaomi Buds 3T Pro. Можно сказать, обновленные Buds 3 Pro, обзор на который вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. На борту у этой новой модели имеется активное шумоподавление до 40 дБ с 4 режимами и режим прозрачности. Сами наушники выполнены из качественного материала с эргономичным дизайном. Также производитель заявляет о том, что эти наушники воспроизводят чистый и без искажения Hi-Fi звук. Проверим. Помимо перечисленного, на борту у них хорошая автономность, водонепроницаемость IP55, поддержка программы и еще много полезного. Но об этом вы узнаете в ролике. Полетели! Всем привет! Вы на канале Пользанет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. У меня сегодня на руках новинка, и вроде бы ее больше пока ни у кого не было. Так же как Redmi 10C недавно был в числе первых. Но это не супер новинка. Почему? Потому что Xiaomi, точнее, Buds 3, не версия T, а Buds 3 и Buds 3 Pro у меня были уже на канале. Смотрите, они даже код оставили, штрих-код. Разумеется, покупал я на Алишке. Разумеется, это мне шло примерно 2 недели. И я рад тому, что почта все еще работает. Понятно, не наша, а больше даже китайская. Почему? Потому что пандемия. Что мы имеем? Мы имеем прям такую интересную коробку. Вес 48 граммов. Это, скорее всего, вместе с боксом. Сейчас прямо проверим. Кодеки SBC и AAC. Может быть, что-то еще будет. По идее, зарядка занимает 70 минут бокса. Если использовать один наушник, то наушники должны прожить 6 часов по заявлению производителя. Если использовать 2, то 24 часа вместе с боксом. И по большому счету все, что они нам обещают, во всяком случае на коробке. На коробке все, разумеется, по-китайски. Разумеется, обещают HD аудио и даже по-русски отслеживание движений головы и пространственное аудио. Прямо как яблоко. Но главное, это Bluetooth версия 5.2. Динамическое шумоподавление 40 дБ. Хотелось бы 45 или 42, но может быть эти честные 40 лучше, чем 42 и 45 у кого-то. Интеллектуальное подключение нескольких устройств. Будем радоваться, если здесь есть мультипоинт. Ароматы Китая, точнее химии, в наличии, к сожалению. Бокс не soft touch, матовый пластик, приятный, но пахнет химией даже вот на таком расстоянии. Здесь у нас амбушюры в стандартной подаче. Целых 3 пары и 1 пара получается на наушниках. И Type-C-шный кабель. Все, что нам нужно. Беспроводную зарядку потом проверю. По документации, если русский язык, первое, что меня интересует, и последнее, по большому счету, потому что если нет, то это будет печаль. Есть. То есть они реально уже планируют в глобалочке продавать все это дело на территории Российской Федерации. Это приятно. Сенсоры в наличии, шумоподавление в наличии, в ушах сидят комфортно. По звуководу. Звуковод у нас с металлической сеткой. Весят наушники. Кстати, не похожи они на прошлую версию. 4,8 грамма. Бокс отдельно весит 39 граммов. Примеры микрофонов, разумеется, будут как в этом помещении. Здесь, если что, сейчас запись ведется на шуровский микрофон. Все должно быть в цвете, блеске и красоте, так и на улице. Первая мысль. Доработали. То есть они были чуть-чуть другими. По внешнему виду глянец кому-то подойдет, кому-то нет. Я не в восторге, но не сказать, что особо расстроен. Будет user experience, будет уже какое-то более-менее адекватное мнение. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в прикрепе. Мой телеграм-канал с промокодами на Али и телеграм-канал взаимопомощи. Нас там почти 8000 человек, подписывайтесь. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. Полетели. В продаже 2 расцветки на выбор. Это темный с синеватым оттенком и белый. В моем случае это первый вариант. Дизайн бокса такой же, как у младшей модели, выполнен он из матового пластика, слегка похожий на soft touch, но не soft touch. Форма прямоугольная с закругленными углами, тактильно приятный, но очень скользкий. Отпечатки пальцев не собирает, а вот потертости появляются здесь на ура. Качество материалов хорошее, как и сборки. Габариты 65 на 49 на 24 мм. В кармане не мешается, но компактным его, разумеется, не назовешь, как и большинство у Xiaomi. На корпусе расположили надпись Xiaomi, LED-индикатор, кнопку сопряжения, разъем
Type-C. Открыть одной рукой бокс можно без каких-либо проблем. Крышка имеет фиксацию в открытом состоянии, что очень даже удобно. Хлопок при закрытии бокса звонкий и не раздражающий. Внутри все оформлено минималистично, нет маркировки в местах под наушники, только краткая информация мелким шрифтом и контакты для зарядки, разумеется. Наушники в боксе не гуляют, чтобы вытряхнуть, нужно приложить усилия, так как магниты отрабатывают отлично. Емкость аккумулятора 480 мАч, полный цикл зарядки составляет 1 час 13 минут по моим тестам. Беспроводная зарядка стандарта QI на борту, что очень удобно и удивительно. Наушники можно перезарядить от кейса полных 3 раза, саморазряд у бокса не наблюдал. Переходим к наушникам. Большая часть наушников изготовлены из материала, как и бокс, а на ножке есть глянцевая вставка. Дизайн практически не отличается от Xiaomi Buds 3 Pro, сборка отличная, габарит 35 на 19 на 15 на 20 мм. Звуковод короткий, овальной формы, 6,5 на 8,3 на 2 мм. Звуковод имеет металлическую сеточку и выступ для удержания амбушюр. Посадка в ухе комфортная, из ушей они сильно не выпирают. При длительной носке уши лишь слегка устают, но в целом 2 часа можно спокойно слушать музыку. Если потрясти головой, то наушники останутся на своих местах. На корпусе расположили по 2 контакта для зарядки, по 3 микрофона и область сжатия. Что-то напоминает, да? AirPods, привет. Из команд на борту play-пауза, переключение треков, ответ, сброс вызова, переключение между режимами шумоподавления, прозрачности и обычным. Вызов голосового помощника и регулировка громкости. Команды можно настраивать в приложении. На нажатие откликаются хорошо. Ложных срабатываний, конечно же, не было. Далее. Наушники оснащены 10-миллиметровыми динамическими драйверами с 2 магнитами и сверхтвердым мембранным покрытием DLC. Катушка SSAW, сопротивление 32 Ома, активное шумоподавление до 40 дБ показало себя хорошо, но до топов далеко еще. Оно имеет 4 режима работы, что очень удобно. Шум метро глушит, если выкрутить громкость до 90%. Режим прозрачности также на борту с 2 режимами работы. Он слегка раздражительный, но не критично. И опять же, это лично для меня. Вас, может быть, он не будет раздражать. Заряд наушников в шторке, конечно же, отображается. По одному работают и переподключаются бесшовно. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса, разумеется. Мультипоинт на 2 устройства на борту, что очень упрощает жизнь. Датчик обнаружения уха есть, работает он слегка с задержкой, хотя стабильно. Анимация присутствует на смартфонах Xiaomi, на других Android-устройствах можно включить ее в приложении Mi Buds M8. Также наушники поддерживают отслеживание движения головы и пространственный звук. И это дело работает только с их новыми смартфонами. Емкость аккумулятора одного наушника 38 мАч. Полный цикл зарядки 46 минут. Отыграли наушники у меня на 65% громкости по кодеку AAC 5 часов 42 минуты. 10 минут в боксе дали 1 час прослушивания музыки в тех же условиях. Водонепроницаемость класса IP55 только у наушников. Я искупал их в проточной воде около 30 секунд, после чего просушил их, и по итогу с ними все в порядке. Функционал не пострадал, и на звучание это никак не повлияло. Летим дальше. Прошлую модель наушников была возможность подключить к приложению Mi AI, но оно на китайском языке. В этот раз я сразу же подключил их к приложению под названием Mi Buds M8 на русском языке, которое я обнаружил только на Android-устройствах. Спасибо умельцам, кто его написали. Но кто пользуется смартфонами Xiaomi, тому в принципе приложение не нужно, так как производитель позаботился об удобстве использования своей продукции просто в паре с MIUI. Настройки наушников в приложении Mi Buds M8 ничем не отличаются от тех настроек, которые находятся в смартфоне Xiaomi 11T по умолчанию. Для удобства нам предоставили возможность просматривать заряд аккумулятора наушников, заряд бокса в процентах. Далее можно настроить режим шумоподавления и режим прозрачности. Посмотреть обновление, которое, к слову, мне еще не приходило, но наушники свежие, это и не удивительно. Настроить жесты, включить-выключить обнаружение в ухе, подключение к 2 устройствам, автоматический ответ, виджет, панели уведомлений и анимация. Также есть проверки прилегания и предупреждения при потере наушника. Летим дальше. Bluetooth версии 5.2 из кодеков на борту AAC, SBC, а также LHDC версии 4.0. 24 килобита на 96 кГц. Lossless аудио прям. Но это в случае, если ваше устройство поддерживает этот кодек. То же самое работает и в случае с объемным звучанием. Через 2 стены не отваливались, и фризов я не наблюдал, что очень хорошо. Задержка на YouTube незаметна, как и в играх, но играя в PUBG, задержка была заметна слегка. Примеры вы сейчас увидите на экране.
Микрофоны с шумоподавлением окружающего шума, по большей части вау-эффекта я не услышал. Голос слегка искажается, перегруз присутствует. Ветер полностью не глушит, но в целом микрофоны не мрак. Примеры вы сейчас услышите, я уверен, что они это дело допилят. Обычно микрофоны Xiaomi допиливают в подобных ушах с прошивками. Пример работы микрофонов Xiaomi Buds 3T Pro. Сейчас вы слышите, вот такой длинный путь Redmi Xiaomi прошли от огромнейших наушников к таким вот малышам. По поводу модели 3 Pro и 3, по-моему, вы увидите в ролике, вставлю обязательно, как это дело выглядело. Микрофоны работают вот так, вы можете оценить в идеальных условиях обстановки, как работают микро. В неидеальных вы тоже услышите. Смотрим. Ужасная погода, Xiaomi 3T Pro, проверка микрофонов, когда довольно сильный ветер, рядом проезжают машины, говорю четко, громко и внятно. Если говорить тихо, если невнятно говорить, при любом раскладе, микрофоны вряд ли будут что-то ловить, потому что шум больше, чем источник голоса, громче. Хотя не факт. В целом мне наушники понравились. Внешка прямо топ. Удобные. Не вылетают. И что еще надо? Ну, правда, опять же, когда ты понимаешь, что те же какие-нибудь Halo за 1500 тоже будут воспроизводить звуки, ну, купите вы себе QCY. Это уже, конечно, супер топ. И единственное, глянец мне не особо заходит. Но здесь на вкус и цвет товарища нет, микрофона вы услышали. Смотрим. Звучание. На 100% громкости каши нет. Запас громкости в наличии, но не сказал бы, что он самый топовый. Не особо его много. Я прослушал музыку не выше, чем на 85% громкости. Звук довольно сбалансированный и четкий, бас глубокий и насыщенный. Средний бас в наличии, как во всех затычках, но многослойность слегка трудно заметить. Хотя, может быть, мне так кажется, после того, как я уже тестировал несколько пар проводных, обзор на которые вы тоже можете посмотреть на канале. Наушники не басхедные, если отталкиваться от стокового звучания. Средние частоты хорошие, а высокие частоты чистые. Сцена широкая, ощущение пространства отличное. Детальность на уровне, что очень даже порадовало, и по большому счету в дорогих ТВСках это дело не удивляет. Вокал отыгрывают ярко и очень приятно, в композициях с инструменталом не потерялись. Струнные инструменты показали себя отлично, как и большинство других инструментов. Однозначно звучание хорошее, даже можно сказать на свою стоимость, если не лучше. Из минусов нет стокового эквалайзера, активное шумоподавление, конечно же, по большей части на свою стоимость не лучше. Я ожидал большего, так как интересные фишки доступны только на смартфонах Xiaomi. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, если промокоды смотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся все-таки скидки, тем более сейчас вроде бы началась какая-то дораспродажа. Сегодня я куплю Realme 9 и куплю еще несколько смартфонов, потому что сегодня с утра получается у них старт продаж. Купоны, промокоды смотрим в телеге. Резюмирую, Xiaomi Buds 3T Pro действительно отличаются от прошлой модели в первую очередь звуком. Но если у вас на руках Xiaomi Buds 3 Pro, то смотреть на новинку смысла вообще никакого нет. Я даже Xiaomi Flip Buds Pro не поменял бы на эту новинку. Похожи они все очень. Но если у вас новенький смартфон от Xiaomi и вы думаете, какие наушники купить из свежего, то однозначно лучше брать последние из топовых. Xiaomi Buds 3T Pro вам подойдет. Напоминаю, что выгоднее покупать через Kiwi. Опять же, как все это делать в моем телеграм-канале, инструкция пошаговая. Все, что я обозреваю практически, включая эти наушники, я покупал на Али, мне пришло. Проблема сейчас только с дорогими телефонами, они почему-то у меня все идут по земле. Но идут. Главное, что их выслали, а дойти они как-нибудь дойдут. Вспоминаю 11 ноября в позапрошлом году, когда все шло по 3 месяца, и кажется, что сейчас даже и неплохо. Главное, посылают. Не забываем подписываться на канал с колоколом, ставьте лайк за труды, девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.